Приветствую, друзья! Вслед за другими именитыми брендами свои полностью беспроводные наушники выпустили нашумевшие за последние пару лет TIN Hi-Fi. Причем к вопросу они подошли с максимальной ответственностью. То есть взяли весь свой опыт внутриканальных наушников и перенесли его в ТВС-сегмент. Из-за чего мы имеем все самые передовые кодеки, внушительное время автономной работы, отличное качество связи, какой-то абсолютно феноменальный уровень громкости, минимальную задержку и совершенно фантастическое звучание. Думаю, это очередной бюджетный хит. О них сегодня говорим. Поехали! Пришли наушники в небольшой такой картонной коробке с наименованием бренда и логотипом, собственно, производителя. В комплект нам положили подробную инструкцию по эксплуатации, в том числе, кстати, и на русском языке. Вот такой вот короткий Type-C кабель и набор силиконовых амбушюр разного размера. Сам кейс имеет форму эдакой шайбы со сдвигающейся крышечкой на магните. Выглядит это интересно, классно, играет таким в качестве антистресса. Однако для ежедневного ношения в кармане подобное решение, на мой взгляд, крайне сомнительно. Крышка, думаю, прослужит не так долго, как бы хотелось. Хотя сама форма тут как бы намекает, что носить его надо в рюкзаке, а не в кармане. В общем, в этом плане лично у меня есть вопросы. Из функциональных элементов на нем видим 4 индикаторных светодиода и зарядный Type-C порт. Чашечки по габаритам идеально совпадают с актуальным трендом на внутриканальные наушники, а следовательно в мои уши сели просто восхитительно. С внутренней их части находится компенсационное отверстие для 6-мм покрытого бериллием динамического драйвера и полностью выполненного из металла звуковода с выступом для удержания амбушюры, конечно же, защитной металлической сеточкой. С внешней же части мы видим только логотип компании на синем фоне с абстрактной такой текстурой. Индикаторный светодиод производитель умело утопил внутри корпуса, а разговорный микрофон, как и положено, разместил на нижнем торце устройства. С качеством его работы вы, конечно же, сможете ознакомиться самостоятельно. Я вставлю отрывок из записи. Собственно, слушаем. Тестируем качество записи беспроводных ТВС-наушников TIN Hi-Fi TIN Buds 3. Вот, собственно, так они записывают, и именно так вас будет слышать ваш собеседник при звонке. Управляется же модель при помощи тапов по внешней сенсорной части, расположенной в районе логотипа, где одно касание ставит музыку на паузу, 2 переключают треки, 3 вызывают голосовой ассистент, а удержание включает-отключает наушники или же меняет уровень громкости, которой, кстати, здесь очень много. В среднем я их слушал примерно на 40-50%, а значит запас тут какой-то просто фантастический. И как следствие заявленные 6,5 часов автономности для них вполне реалистичное значение. С кейсом же мы получаем где-то суммарные 30 часов. При установке в ухо хруста мембраны нет, в паузах я слышу абсолютную тишину, в наличии все современные кодеки, включая aptX Adaptive и просто высочайшее, друзья, качество связи. Ни разу даже намека на заикание в них не было. При этом заявлена задержка всего в 65 миллисекунд. То есть они отлично подойдут как для музыки, так и для игр и кино. В минусы же вынесу отсутствие заявленной водозащиты, активного шумоподавления и приложения для обновления микропрограммы. Впрочем, может оно здесь и не нужно. Удивило наличие автопаузы. Датчика для нее, друзья, мне так и не удалось нигде разглядеть. Но срабатывает функция где-то примерно через раз и зачастую путает установку и извлечение наушника из уха. То есть это скорее что-то программное. Вот так вот, друзья, это все и выглядит. По измерениям у нас довольно быстрый, почти как в игровых решениях, импульс, небольшие расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие 1%, что вполне достойно. Фаза ведет себя приемлемо, а затухание на 30 и 60 дБ составляют примерно 52 и 96 миллисекунд с возмущениями в нижней и верхней части спектра. В АЧХ же низкие частоты приподняты на 8 дБ с плавным таким заходом на середину, затем идет куда более выразительное выделение области разборчивости с акустически оправданными пиками на 3,5, 5,5 и 8 кГц и немного подчеркнутая область бриллианса на частотах 13,5 и 15,5 кГц.
При первом же прослушивании Teen Buds 3 я отметил мясистый такой глубокий, достаточно текстурный бас, сочную, мелодичную, немного теплую серединку и слегка подсвеченные высокие частоты с довольно неплохой продолжительностью. Сильного акцента на микронюансах модель не делает, чем ощутимо уступает различным гибридным решениям. Однако все детали находятся на местах и хорошо прослеживаются. Так что вопросов к общей резкости звучания, разделению планов или же разборчивости инструментов здесь, конечно же, нет. Скажу больше, если бы невозможность вживую сравнить их звук с гибридами от One More, побился бы об заклад, что прорисовка у них примерно на одном уровне. А так да, уступает, но не сказать, что вот прям сильно. Сам же характер звучания выделяется тем, что называется тембральной насыщенностью, просто превосходной динамикой, хорошей артикуляцией, глубиной и той самой аналоговой теплотой. Кроме того, хочется отметить свойственный реальным инструментам такой тембральный объем и просто восхитительную выразительность. Есть звуки, конечно, некоторая такая своеобразная грязь, и это видно, кстати, на не очень четко очерченной кривой АЧХ. Но даже данный аспект я готов приписать в плюс, потому как это делает звучание более живым. Кстати, ровно тот же самый эффект мы наблюдали и у One More TVS ANC. Для демонстрации я использовал, конечно, легкий такой алгоритм сглаживания, но на самом деле кривая выглядит вот именно так. По стилистике мне очень понравилось в них слушать разнообразный вокальный джаз, какую-то не сильно агрессивную электронику, популярную этническую музыку, старый добрый рок, блюз, соул, эмбиент, различную академическую и оркестровую музыку. Но в этом плане модель хотя и передает так называемые эшелоны, однако местами ощущаются наложения. Думаю, это из-за той самой небольшой грязи в звучании. Ну и меня не очень устроило, как здесь звучит разнообразная тяжелая музыка. Слишком ярковато получается. Ритмическая часть неплохо так выражена, да и вокал немного выделяется из трека, но доминирует таки верхняя часть диапазона. Слушать это, конечно же, можно и даже с удовольствием, но лично мой слух подобный баланс частот быстро утомляет. В других стилях данный момент тоже прослеживается, однако если там это выражается в легких акцентах, которые часто даже в тему, то здесь вот прямо критично. Имейте, друзья, это в виду. С точки зрения кодеков, при переключении с aptX на оси звук становится очевидно жирнее, теплее, мягче. Следовательно, если вам по сердцу прорисовка, то это исключительно вариация aptX. Ну а чуть вальяжности можно добавить посредством более простых кодеков. Суммарно же звук такой и есть, с уклоном в мелодику и макроконтраст, и небольшим смягчением баланса в светлую сторону. Хотя на деле это ощущается только на всяких чересчур агрессивных жанрах. В остальном же все просто восхитительно, прямо вот классный звук. Итогом беспроводные ТВС наушники Teen Hi-Fi Teen Buds 3 порадовали меня своей просто потрясающей посадкой, приятным внешним видом, хорошим временем автономной работы, поддержкой aptX, aptX Adaptive кодеков, каким-то сумасшедшим уровнем громкости и немного неординарным кейсом. В минусы отнесу эту же самую неординарность кейса, который не очень подходит для ношения в боковом кармане штанов. Отсутствие заявленной водозащиты, ну и через раз работающую автопаузу. Впрочем, возможно, я с ней просто не разобрался. По подаче это сочное живое звучание с действительно качающим басом, насыщенными средними частотами и чуть подчеркнутыми верхами. Под ту стилистику, что предпочитаю я, модель вписывается процентов на 90. Для тех же, кто критично относится к яркости или предпочитает какую-то агрессивную музыку, я бы рекомендовал посмотреть что-то еще. Металл в них быстро утомляет, в то время как на джазе я гонял их иногда по 4 часа к ряду. Мне лично понравилось. Местами, конечно, грязновато, но, как я уже сказал, есть там своя особенная фишка, уходит та самая цифровая холодность. Не идеально, но просто сверхнасыщенное такое естественное звучание. Ну а на этом у меня все. Это были беспроводные наушники Teen Buds 3 от бренда Teen Hi-Fi. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь, жмите лайки, присоединяйтесь ко мне во ВКонтакте и Телеграме. Там много всего интересного. Собственно, друзья, пока.